Штандарт выходит из территориальных вод Испании. Нам разрешили заход в порт Сея. Очень короткий заход, буквально 3 часа. Нам хватило только времени, чтобы заправить корабль водой. 5 тонн. Нам на плавание нужно закупить еды. Ну, испанские власти, у них связаны руки решениями Европейского Союза. И мы собираемся протестовывать эти решения в судебных органах, поскольку считаем их несправедливыми. Мы будем нанимать самых лучших адвокатов для этого, потому что Штандарт должен ходить по морям свободно. Вообще мореплавание должно быть свободно, океан – зона свободы, и это то, за что я лично борюсь. И это может быть то, что мной движет во всех вот этих приключениях с запретами, с преодолениями этих запретов. Я хочу, чтобы по морям можно было ходить так же свободно, как в стародавние годы. Ну, я напомню в 3 словах ситуацию. Мы пришли в Испанию из Франции по приглашению ассоциации Якобус Марис на морской фестиваль. Но пока мы шли через Бискайский залив, несколько дней Европейский Союз успел принять решение о включении исторических кораблей в санкционные списки. Придя в Испанию, мы обнаружили, что нас не впускают в порт Виго. Мы целую неделю стояли на якорях, искали возможность, как заправиться, искали путей общения с испанскими властями. Было непросто, но вот после недельных переговоров нам разрешили зайти в порт Сея. И это совсем рядом с Финистерра. Мыс Финистерра – край земли, конец земли, место, куда собираются многие паломники, которые идут в Камино де Сантьяго. И даже какой-то позитив есть в том, что нам пришлось выйти в море. 2 суток мы были в океане вместе с китами. Это совершенно волшебное такое чувство, когда вокруг корабля невероятное количество китов. Днем их видно, фонтаны, спины. Ночью слышно, как они дышат. Вот каждый раз, когда он поднимается на поверхность вдохнуть, буквально каждые 30 секунд вздох кита, это было невероятное ощущение. Ну и немножко чувство тайник Дэвид Джонса. Когда такая белая молока вокруг, и ничего не видно, ничего не понятно. Мертвый штиль, ни движения воздуха. Интересный опыт для экипажа. Мы через него прошли, и теперь мы движемся в сторону Бискайского залива. Ветер поднимается, скоро будем ставить паруса.